С момента выхода предыдущего видео прошло уже больше 11 месяцев. И надо сказать, что на тот момент, практически сразу после выхода видео, я прекратил работу с моделью. В силу некоторых причин, в силу некоторых сложностей, с которыми столкнулся, продолжать стало неинтересно, потому что требовалось много рутинной работы, много домысливать элементы, поэтому я понял, что нужно менять подход и нужно менять саму методику. Если первый удачный подход я делал по методике сканирования, то есть фотограмметрия, преобразование в меш, и из полученного меша делал уже саму реконструкцию модели. Но в какой-то момент это перестало работать, потому что слишком много разрозненных элементов, которые я снимал отдельно, и которые надо сводить вместе, и все они с разными масштабами, с разными искажениями, с разной частотой скана, поэтому очень сложно их все сопоставлять. Мне потребовалось какое-то средство, какое-то решение, которое позволило быстро бы сводить всю модель в одну, точнее все части модели в одну. Я имею, например, отдельно модель корпуса, отдельно модель рамы, снятая с другого троллейбуса, отдельно, скажем, какие-то отдельные элементы интерьера, отдельные детали вроде колеса. Но обработка именно полигональной модели, меша, она сопряжена с чисто техническими сложностями в плане чистки, в плане приведения к единым каким-то размерам сборки. Существует, конечно, масса учебных пособий, как, например, сводить разные облака точек или разреженные облака точек в процессе обработки фотограмметрии. Но что делать, если снят не один объект, а совершенно разные объекты, и вообще даже от разных, например, троллейбусов? Это, конечно, сложно. Я искал средства и нашел такую волшебную палочку. Называется это облачные точки. И имеется, соответственно, программа Cloud Compare, которая позволяет с очень большой легкостью и без каких-то особых навыков обрабатывать эти облака точек. Но сначала я разбил саму задачу на следующие элементы. Сначала отдельно съемка объекта снаружи троллейбуса, то есть мне нужно было получить модель корпуса, съемка внутри троллейбуса салона, съемка водительского места и отдельные элементы вроде колеса, которые можно дублировать, и труднодоступные рамы, которые я мог снять на памятнике. Выяснилось, что троллейбусы, которые находятся на кладбище троллейбусов, в отстойнике парка, они подверглись дальнейшему разрушению и вандализации в целом. То есть их еще сильнее разрисовали, какие-то элементы отрывают, выкидывают. Словом говоря, я не мог использовать уже еще раз эти же троллейбусы для фотосъемки, то есть только для отдельных элементов. Так как я удалял предыдущие фотосеты, которые считал неудачными, из них плохо получались какие-то модели, то пришел к выводу, что, собственно говоря, проблема теперь еще в источнике информации, потому что многое потеряно, и нужно как-то и что-то делать с тем материалом, который у меня остался. Поэтому я чуть глубже изучил работу фотограмметрических программ и выяснил, что можно, оказывается, брать старые снимки, группы снимков, сделанные в разное время, с разной освещенностью, разными фотокамерами и даже в разные времена года. И если речь идет об одном и том же объекте, то его можно реконструировать по этим снимкам, снятым в самое разное время. Это имеет достаточно большое значение, потому что можно реконструировать объекты, протяженные во времени. Например, при каких-то археологических реконструкциях, не только образцов техники, не только, например, для моделизма. Это очень интересный момент, который действительно стоит принять во внимание, который работает. Итак, вот у меня есть модель от первого скана. Это был один единственный фотосет. Не помню, сколько снимков, около 600 или 700. Видно, что часть элементов салона получилась, но вот эта часть, левая часть, передняя,
почему-то особенно пострадала и никак ничем не обрабатывалась. То есть просто дыра, и все вот эти интерполированные части хлопья, они, значит, заполоняют все и нарушают восприятие, соответственно, обработку. То есть видно, что молдинг колес на арке вообще здесь стоит на очень большое расстояние. Такого рода низкие разрешения, вернее даже ошибки в обработке, они приводят к существенным геометрическим нарушениям. И поэтому модель еще тяжелее обрабатывать. А справа тот же самый троллейбус, снятый до вандализации. Одновременно с этим видно, что граффити одинаковые. Но я использовал уже все материалы, все какие были. Поэтому троллейбус на тот период состояния. Как видно, что удалось вытащить гораздо больше. Модель теперь выглядит цельной. Молдинг стоит на месте, все на месте. Видно, где стенки кузова. Словом, получилось гораздо лучше. Причем удивительно, но здесь использовались фотосеты вообще от разных источников. То есть я использовал не только беззеркальную камеру, как обычно, но и экшн-камеру, которую пытался снять сверху. Хотя у нее глубина резкости гораздо хуже, гораздо меньше, чем у камеры. Не могу регулировать этот параметр. Разрешение и шумность точно так же в худших параметрах, чем у беззеркальной камеры. Тем не менее, большинство из этих снимков пошли в дело, и оказалось, можно их использовать. Теперь следующий этап был собрать все это вместе. Если предыдущая удачная модель делалась вот по этой схеме, сначала фотограмметрия и или сканирование, потом преобразование в меш и уже дальше обработка этой полигональной модели в твердотельную модель или в поверхностную модель. Я предпочитаю все делать поверхностями, в общем, неважно. Как я говорил чуть раньше, что это приводило к проблемам совместимости, потому что троллейбус достаточно большой и сложный объект, который содержит не только детали снаружи, которые нельзя свести к одной замкнутой полигональной модели, которую можно, например, распечатать на 3D принтере. А если речь идет о достаточно точной детальной реконструкции, то этого метода явно недостаточно. Поэтому, когда я ознакомился с возможностями обработки облаков точек, то пришел к следующей модели. Вот эта схема. Что она означает? Она означает, что я сначала делаю сборку из облаков точек, то есть я собираю вообще всю информацию об объекте, какая есть, а доступна мне была информация 4 троллейбуса, плюс справочные материалы, какие могу найти в сети, чтобы иногда ориентироваться. И дальше вот это облако точек, сборку из облака точек я могу разбивать на различные элементы, так как это не соединенные вместе облака точек, а просто отдельные элементы, то можно получать отдельные детали, соответственно. И самая важная ценность этого метода состоит в том, что все абсолютно элементы приведены не только к одному масштабу, но они еще занимают абсолютное положение в пространстве, в той системе координат, которой собрана сборка из облаков точек. И при извлечении этих отдельных элементов я могу получать расположение этой детали в любом, точнее в том самом месте, в котором она была в сборке. То есть мне не нужно подгонять детали вообще. В реальности оказалось, что есть небольшие искажения, которые не видны при сборке облаков точек, но они настолько незначительные, настолько беспроблемно устраняются, что даже говорить нечем. И потом я свожу эти элементы в контекстной сборке, не в обычной сборке, а в контекстной. То есть у меня есть отдельные детали какие-то, например, я собрал корпус, я собрал раму, и свожу их в одной контекстной детали, то есть вставленными деталями с одной и той же системой координат. Если схема, которую я только что представил, разбивки элементов
и сборки облаков точек представлена так, то в целом схема выглядит рабочего процесса так. Зеленая часть — это фотограмметрия отдельных элементов, разбитых по категориям. То есть я не пытаюсь все сфотографировать сразу. Я разбиваю на элементы. Например, корпус, рама, салон и уже далее более мелкие элементы, которые требуют внимания. Потом это все сводится в облако точек на основе какого-то элемента. Например, я беру корпус в качестве базовой исходной точки, выставляю в нем нужные линейные размеры и все остальные детали из вот этой зеленой зоны подгоняю и собираю в сборки, которые потом разбиваю в эти элементы уже облаков точек, имеющих абсолютные координаты, и которые снова преобразуются в эту контекстную деталь уже твердотельную. Но этим можно вообще не ограничиваться, и после первой сборки контекстной, по сути, вот то, что есть в закладке под названием «Объединенная сборка», это просто деталь, которая состоит из твердых тел или поверхностей. При необходимости эта волна может быть повторена, только уже в другом качестве. Теперь можно брать отдельные элементы: корпус, рама, руль, водительское кресло, тройное кресло, лестница, в общем, совокупность каких-то элементов, которая каждая стала отдельной частью. Причем желательно и можно делать эти части без истории, просто детали сами по себе, так как их достоверность и точность формы уже отработана в этой части, в процессе изготовления этих деталей. И в конце сборка, версия 2, в которой уже собирается не как единая деталь, не как часть, а как сборка. Рама пристыковывается в качестве рамы уже на крепежные элементы, либо на там сварные конструкции, руль и прочее, все становится на свои места, колеса вращаются, дверь открывается. И общая схема теперь вот такая. Получается, есть 3 здесь узловых точки таких, 3 как бы пульсирующие пульсирующая линия, в которой каждый из этапов разбивается и может быть очень детально и хорошо, качественно обработан. Что можно видеть на этой модели? Она собрана вся, то есть здесь представлен весь троллейбус вообще. Наверное, 90%, если не больше, всех составляющих его уже находится здесь. Виден корпус, крыша, элементы крыши. Полностью. То, чего раньше у меня не получалось. Видны детали. Все, какие нужны для обработки. То есть представлена полная картина. И видна даже нижняя часть рамы. То, чего нельзя было получить предыдущим способом без проблем. Виден интерьер, виден салон. Здесь можно очень легко делать разного рода камеры. Здесь можно применять различные виды камер. Вот, например, вход в троллейбус с передней двери. Видно, что это действительно как чудовище Франкенштейна, собрано из разных кусков мертвецов, но зато все вместе собрано, и все находится на нужных местах. Когда я входил в этот троллейбус, мне представлялась эта картина. Здесь сидит водитель, здесь вход в салон, видно, как расположены все места, видно, где находятся все элементы. Можно посмотреть, как выглядит водительское место. Выглядит оно, оказывается, достаточно удобно. Можно смотреть в зеркала заднего вида наружу, зеркала направленные в салон, козырек, солнцезащитный козырек, здесь другое зеркало, очень довольно интересно. И менять положение камер. То есть я получаю полное представление о том, что где расположено. Но
еще более важный момент в том, что все эти внутренние детали можно вычленять, очищать, обрабатывать и как угодно удалять. Здесь у меня разбито по группам. Отдельно рама с ее элементами, сейчас можно выключить. Отдельно наружная часть, ее тоже могу выключить. И получаем висящие в воздухе отдельные какие-то элементы. Итак, что такое облачная сборка и какие преимущества она дает? В данном случае у меня есть сейчас сборка из 3 категорий. Внутренняя, вот я внутреннюю выключаю все, раму выключаю. Теперь у меня пустая скорлупа корпуса. Видно, да? Чищенная, отлично сделанная. Вот, но я комбинировал этот корпус троллейбуса с крышей из 2 троллейбусов. Видно, что здесь окраска ливрея синяя, здесь крыша зеленая. Родная крыша его вот такая. Как видно, что несмотря на то, что я в этот раз уже добавлял снимки с точек съемки сверху, вышла отличная ограда, много что получилось, но вот тут полный провал. Ничего не вышло. Много дыр. Кстати, стала видна структура какая-то. Только я не знаю, от чего она. Наверное, от внутренней какой-то части. Вот. И видно в 2 положениях штанги токоприемника. В разные дни, в разные месяца, и когда я снимал, кто-то отпускал эти штанги, потом они возвращались на место. И вот эти 2 состояния, они оказались запечатлены в трехмерной модели в облаке точек. Причем видно, благодаря этому, зато теперь виден максимальный угол возвышения этих штанг в полностью отпущенном состоянии. Итак, что я сделал? Я разделил корпус, вот этот полностью синей ливреи, убрал у него крышу. Это, кстати, позволило очистить корпус внутри. Теперь видно, что это просто скорлупки, просто стенки. И добавил крышу от другого троллейбуса. Трудно сказать из-за того, что облако точек достаточно рыхлое, насколько оно точно сошлось. Но, в общем, можно считать, что это весьма точно. И годится для моделирования. Я делал обработку еще отдельно. Здесь есть такая удобная вещь, как копирование и создание новых облаков точек на основе старых. Я скопировал предыдущие готовые облака точек, и мне для построения модели потребовался доступ к отдельным ее частям вот этой оболочки. Как видно, если ставить какие-то базовые поверхности, базовые плоскости справочные, то крыша будет мешать. Можно убрать корпус, он разбит на сегменты. И интересно, что можно разбить саму крышу. Вычленить только вот этот элемент. Его тоже можно делить как угодно. Можно его выключить, включить вот эту часть вырезанную. И по ней строить тоже какие-то сечения, какие-то элементы. Это все очень удобно и позволяет очень гибко подходить к процессу моделирования. Я говорил, что делал фокус внимания на отдельные части, которые снимал, получается, с лучшим разрешением. Дело в том, что в первом случае первого межа, предыдущего варианта модели троллейбуса, мне эти элементы не удавалось сводить с достаточно высокой точностью. Обратите внимание вот на эту часть. Это просто отдельный кусок салона, который я не стал сильно обрезать, чтобы получить возможность
в дальнейшем тоже использовать эти элементы. Например, можно вычислить размер люка, второго люка, какие элементы деталей, обивка какая, как крепился поручень пассажирский и так и далее. Это облако точек очень хорошего разрешения. Видно, что кресло можно полностью реконструировать без особых усилий. Если взять и выключить его, и включить вот эту часть, видно, что здесь разрешение куда хуже. И, видимо, не очень целесообразно пытаться делать каким-то гигантским массивом фотографий, получить хорошее качество всего этого сразу. Потому что здесь повторяющиеся элементы вроде сдвоенных кресел, одинарных кресел, тройных кресел, которые повторяются. Мне нужно получить всего лишь несколько параметров информации. Качественную форму предмета, его местоположение. Когда я получил фотограмметрию вот этого салона, я получил автоматически представление о том, где должны находиться элементы, в какой части троллейбуса, с каким шагом. То есть мне не надо высчитывать, гадать, искать какие-то схемы. Вот есть реальный троллейбус, и вот реальные у него элементы, которые можно добавлять. Потом, что я могу делать? Я могу брать вот это сдвоенное кресло. Видите, что оно более высокого качества. Могу вычленять вот эту часть кресла, делать из него меш и уже обрабатывать меш по этому облаку точек. И когда я, обработав, создав кресло, решу его вставить в контекстном моделировании, то оно встанет именно на это место салона. То есть мне не потребуется никаких больше доводок или еще чего-то в таком духе. Благодаря вандалам и тому, что они разбирают, выяснились еще интересные вещи. Например, вот этот задний люк был открыт. Видно. И здесь виден компрессор, который питал всю систему. Наверное, один из компрессоров, который питал систему, значит, открывания дверей, пневмоусиления тормозов, руля и прочего. Он находился здесь, баллон какой-то, видимо, должен быть, и двигатель, который качает. Когда я делал раму, я получал этот же элемент снизу, вот она. Но я получал только наружную часть, внутреннюю, естественно, не мог получить. К тому же на памятнике вот этот отсек под компрессор пустой. Но я взял фотограмметрию облака точек совершенно другого троллейбуса, вставил, и оказалось, что они отлично сходятся. То есть я теперь могу использовать и наружную часть, снятую снизу рамы, и внутреннюю часть, снятую в салоне. И собрать из них очень хорошую убедительную модель вот со всеми этими трубками, бачками, шкивом и прочим. Чем мне понравилось использовать облака точек и собирать из них что-то. Это не меш, это не твердотельная модель. Она крайне легко обрабатывается, собирается. Я могу объединять облака точек. При этом не важно, замкнутое тут облако, не замкнутое, как, например, с полигональной моделью, либо с поверхностной, или еще какой-то. Это просто облако точек с цветными вершинами. Вот эти рисунки, что вы видите, это не текстура, это цвета вершин, рассчитанные цвета вершин, которые, тем не менее, работают как текстура. И можно тоже из этого получать немало информации. Словом говоря, заканчивая рассмотрение вот этой обзорной вводной части по применению облаков точек, я хочу сказать, что крайне доволен этой технологией. И что она может применяться практически везде, где нужно вводить информацию, полученную методом сканирования или фотограмметрии.